Он был рабом, хоть еще довольно маленьким. Вместе с братом, попав в плен, принял ислам и учился в школе Эндеруна. Послушного, умного и исполнительного мальчика заметили и пригласили во дворец. Там главный евнух гарема Шехзаде Селима начал уговаривать его и брата стать евнухами. Добровольно, разумеется. Что делать этим двум мальчишкам? Согласиться на инвалидность и получить различные привилегии или отказаться и ждать, как с ними дальше поступит судьба? Примерно так должна была быть показана сцена в сериале «Великолепного века» по превращению Газанфера в евнуха. Но телезрители наблюдали другой сюжет, никак не связанный с историей. Давайте узнаем, как было на самом деле. Вся информация получена из исторических источников. Мы уже говорили с вами о том, что ислам карательно запрещает, делая смертельным грехом кастрацию мужчин. Я буду произносить слово «кастрация» именно потому, что его используют историки. И нам уже не раз рассказывали, а кто-то даже читал, что в османском государстве мужчин не кастрировали, а евнухи приобретались на невольничьем рынке, и чаще всего это были не белые, а черные рабы. Однако, когда я смотрела сериал уже во второй раз, я кое-что уже знала из истории про евнухов, и мое внимание привлек сюжет, где бывший слуга Селима, а затем и Нурбану, соглашается на добровольную кастрацию, служа при этом во дворце Османской династии. «Как же так?» – подумала я. «Ведь запрещено же это делать самим мусульманам. Неужели для исполнения задуманного Газанферу пришлось выезжать из страны или приглашать врачевателя не-мусульманина?» В общем, так или иначе, именно этот сюжет заставил меня искать историческую правду, чтобы узнать, как же все было на самом деле. Как показали архивные исследования, Газанфер не был мусульманином. Он жил в обычной христианской семье с отцом, матерью, братом и сестрами. Но случилось печальное событие. Газанфер и Кафер были схвачены вместе с матерью и двумя сестрами во время путешествия в Венецию. Семья, очевидно, стала жертвами пиратства на Адриатике. Женщины впоследствии были выкуплены у пиратов, а вот сыновья попали во дворец Селима, тогда еще Шехзаде Сулеймана. В самом начале дворцовой карьеры в истории фигурирует лишь Газанфер. Про Кафера, его брата, не было никаких исторических описаний. Впоследствии оба брата стали жертвами отечественного производства евнухов. Да-да, друзья мои, вы не ослышались. Здесь я скажу несколько слов, которые уже озвучивала в другом видео про евнухов. Для тех, кто его не смотрел, это важно. Историки утверждают, что османское государство получало евнухов двумя способами. Первый, самый приоритетный и распространенный, это покупка готовых евнухов в других странах, где кастрация мужчин не являлась смертельным грехом. И второй способ – это превращение доморощенных рабов в евнухов в самой Османской империи. Здесь, наверное, будет правильно сделать ссылку на то, что говорит история. В книге Бешира Ага приведены результаты исследования наследия главного евнуха османского императорского гарема в начале XVIII века. Там написано, что поскольку кастрация противоречила законам ислама, операция обычно проводилась на периферии османской территории и, как правило, выполнялась христианскими врачами. Тем не менее, существуют отчеты о кастрации, проведенной в самом дворце Топкапы, до того момента, как на сцене гарема появился добровольный евнух Газанфер Ага. История рассказывает следующее. При Шехзаде Селиме в его гареме служил главный евнух Мехмед Ага. Вот этот человек и сыграл главную роль в судьбе двух братьев Газанфера и Кафера. Османский историк и административный чиновник хорватского происхождения Мустафа Али занимал различные посты на службе у Шехзаде Селима, Шехзаде Мурата, рассказал историю Газанфера и его брата на страницах своих книг и повествований. Согласно его истории, написанной им в 1590-х годах, Газанфер Ага и его брат Кафер были кастрированы по нравоучению Шехзаде Селима.
И вот как это было. Довольный службой мальчиков-рабов, Селим еще в статусе шехзаде начал уговаривать Газанфера и его брата стать евнухами. Он обещал им за это подарки и богатство, статус и некоторую власть. Мальчики были в еще очень молодом возрасте, чтобы противостоять щедрости и обещаниям шехзаде, и дали свое согласие на охолощение. После того, как Селим заручился их добровольным согласием, был вызван придворный врач, который и провел соответствующую хирургическую операцию. Далее современник Мустафа Али пишет, что Кафер умер, а Газанфер выжил, чтобы служить императорскому дому много лет на протяжении правления Селима, а затем, внимание, султанов Мурада III и Мехмеда III. Хотелось бы немного акцентировать ваше внимание на некотором домысле сериальной версии про Газанфера Агу, еще одном, кроме кастрации. Эта версия касается Нурбану и их взаимоотношений. Венецианские записи показывают, что родился Газанфер где-то около 1550 года в Венецианской лагуне. Следовательно, ему было около 9 лет, когда он был схвачен в 1559 году и доставлен служить во дворец Селима. Кастрирован он был совсем немногим позже. Тогда получается, что примерно в возрасте 10-12 лет он никак не мог быть тем человеком, которого нам показали в сериале. Кстати, Газанфер стал впоследствии далеко не последним человеком в османском государстве, а его брат Кафер, как оказалось, пережил операцию и тоже оставил свой след в османской истории. Но это тема уже совсем другого видео. Персонажа Газанфера сыграл талантливый турецкий актер Джавид Читин Гюнер. Он родился в 1986 году, сейчас ему 35 лет, родом из Турции, из обычной семьи таксиста и домохозяйки. Судя по биографии актера, семья маленького Джавида жила в нужде, так как уже в возрасте 6 лет мальчик был вынужден работать разносчиком воды. Далее, учась и параллельно работая на таких работах, как швейцар, сторож, помощник повара и продавец муки, мальчик выиграл грант, а затем сыграл способного ребенка в рекламе Кока-Колы. Его заметили. История Джавида длинная, а жизнь непростая и тяжелая. Но это тот случай, когда говорят «мал да удал». Актер очень невысокого роста. Ничего не способно было сломить молодого юношу на пути к своей цели. Написав множество сценариев, он играет в кино и радует зрителей. Дважды женат, актер воспитывает сына, которого просто безмерно обожает. Те, кто внимательно следит за великолепной актерской игрой Гюнера, могли наслаждаться его талантом в сериале «Воскресший Эртугрул» в роли воина Дагана Алпа. В реальной жизни Джавид и актер Энгин Алтан очень близкие друзья.